Светлана Шунин, Европейская ассоциация по правам человека, Германия, европейский правозащитник, эксперт психотронных преступлений. Добрый день, уважаемые коллеги и участники конференции «Современному фашизму нет. Новые формы фашизма во многих странах в действии». Мы должны опасаться тех, кто обещает нам безопасность и просит взамен нашу свободу. Мы должны признать, что часть цены за свободу может быть вполне ненадежной, но ценой за полную безопасность является рабство. Цитата Мартина Лютера Кинга. Идет полным ходом многие десятилетия чудовищная, необъявленная тайная мировая война Четвертого Рейха против граждан Европы, России и других стран мира с целью порабощения и редуцирования населения. В наше время фашизм осуществляется с применением оружия, поражающего излучением, которое попадает под такой вид криминальной деятельности, как психотронный терроризм, в котором применяется такая отрасль знаний, как психотроника. Психотронные нападения на граждан являются новым и более извращенным и жестоким видом современного фашизма. Фашистские криминальные структуры и психотронные электронные бандформирования инсценируют нападения на граждан с целью ограбления, отравления или убийства взрослых и детей. Методы издевательства над собственным населением во многих странах, что особенно выражено в России, приобрели ужасающий и нечеловеческий характер. Психотронными электронными бандформированиями наносится невинным гражданам огромный моральный и материальный ущерб, а самое страшное – ущерб по здоровью. Преступниками инсценируются автоаварии, наезды на толпу и на пешеходов, которые в большинстве случаев заканчиваются смертью, а иногда и смертью целых семей. Посредством технологии манипуляции сознанием разрушаются семьи, саботируются семейные обычаи и традиции, а также хорошие дружеские отношения. Программируются граждане во многих странах, особенно молодежь, на суицид и на убийство. И многочисленные факты последних лет в России говорят сами за себя. Ничего не подозревающие мирные граждане внезапно подвергаются нападениям посредством оружия, поражающего излучением. Неинформированные граждане оказываются растерянными и беспомощными в данных ситуациях внезапного нападения, особенно возрастное население и дети, которые впоследствии при обращении с заявлениями о преступлениях в правоохранительные органы попадают в руки криминальной насильственной психиатрии. Измученные постоянными пытками, дезориентированные, предельно уставшие пострадавшие просто пытаются выжить. При этом нарушаются права и свободы человека, полностью игнорируется международное и государственное право и уничтожается ценность человеческой жизни. Массовые, организованные психологические криминальные акции также используются против собственных граждан. Преступники имеют возможность следить, контролировать, преследовать и угрожать людям в своей стране и в других странах. Их огромные достижения могут происходить
только при участии государственных криминальных структур и при финансировании государством или международными корпорациями. Возможно, также в криминальную систему входит часть огромного аппарата внутренней безопасности страны. Кто бы мог подумать, что в 21 веке мирные граждане, как когда-то в нацистских концлагерях, будут подвергнуты без их добровольного согласия военно-медицинским опытам. За это ли наши деды умирали? Нельзя допустить, чтобы психотроника и электронные пытки стали негласным звеном государственно-политической машины. Горький опыт Второй мировой войны не должен получить новое воплощение. Уроки прошлого должны остаться именно уроками, а не потерять свою значимость в наше время развития техники и новых технологий. Только общее объединение всех народов и людей, неравнодушных к психотерроризму, осуществляемому с применением новых электронных технологий, смогут помешать безумным мутантам-нацистам поработить народы. Новый, хорошо замаскированный фашизм многие годы в действии, который продолжается по сей день в России и во многих странах Европы и мира. Пока данные криминальные преступления еще никому не удалось остановить. Поэтому население во всем мире и особенно в России находится в опасности. На этом я бы хотела закончить свое выступление. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги и участники конференции.